Что если я скажу вам, что царская семья Романовых хранит тайну, которая перевернула всю мировую генетику? В 2007 ученые впервые исследовали ДНК останков из Екатеринбургской шахты. Результаты подтвердили то, что это действительно Николай II и его семья. Но когда в 2015 анализ повторили с новейшими технологиями, в крови последнего императора обнаружили нечто невероятное. То, что нашли генетики в царских костях, заставило переписать не только историю династии, но и поставило под сомнение все, что мы знали о европейских королевских домах. Более того, один из фрагментов ДНК оказался настолько аномальным, что его происхождение до сих пор остается загадкой для науки. 17 июля 1918 в подвале дома Ипатьева прогремели выстрелы. 11 человек погибли той ночью. Тела сбросили в заброшенную шахту недалеко от Екатеринбурга, облили серной кислотой и забросали землей. 70 лет об этом месте никто не знал. Летом 91-го геолог Александр Авданин привел следователей к урочищу «Четыре брата». Здесь он тайно копал еще в 79-м вместе с писателем Гелием Рябовым. Тогда они нашли 3 черепа, но побоялись огласки и закопали обратно. Теперь можно было работать официально. Из ямы подняли 9 скелетов. 5 женских, 4 мужских. Экспертиза показала. Расстреляны в один день, возраст совпадает с членами царской семьи. Узкая православная церковь отказалась признавать останки подлинными. Патриарх Алексий II требовал неопровержимых доказательств. Нужна была генетическая экспертиза мирового уровня. Образцы костей отправили сразу в 5 лабораторий – в Британию, Америку и Россию. Британский генетик Питер Гилл из лаборатории судебной медицины взялся за анализ митохондриальной ДНК. Это особый вид генетического материала, который передается только по материнской линии и почти не меняется веками. Для сравнения требовались живые родственники Романовых. Принц Филипп, герцог Эдинбургский, согласился сдать кровь. Его бабушка была родной сестрой императрицы Александры Федоровны. Результат ошеломил научный мир. Митохондриальная ДНК женских останков полностью совпала с образцом принца Филиппа. Вероятность ошибки составляла 1 к 10 миллионам. Это действительно была царская семья. Американская лаборатория подтвердила выводы британцев. Российские ученые получили те же данные. Однако при анализе мужского скелета, предположительно принадлежавшего Николаю II, обнаружилась странность. В 16-й 1199 позиции генома присутствовали сразу 2 варианта нуклеотида – цитозин и тимин. Такое явление называется гетероплазмия, встречается крайне редко, у одного человека из 1000. Некоторые эксперты усомнились в подлинности останков именно из-за этой аномалии. Тогда решили эксгумировать тело младшего брата царя, великого князя Георгия Александровича. Он умер от туберкулеза в 28 лет и был похоронен в Петропавловском соборе. В марте 99-го гробницу вскрыли. Анализ показал точно такую же гетероплазмию в той же позиции. Братья действительно были родными. С 17 июля 2008-го останки Романовых торжественно захоронили в Петропавловском соборе. Церковь все еще сомневалась, но государственная комиссия объявила экспертизу завершенной. Дело закрыли. Однако 3 ученых из разных стран продолжали молчаливо изучать данные, которые их беспокоили. Профессор Евгений Рогаев из Массачусетского университета обратил внимание на странные маркеры в Y-хромосоме императора. Эта хромосома передается только от отца к сыну и остается практически неизменной через поколение. У Николая обнаружились 3 мутации, которых не было ни у одного известного представителя династии Гольштейн-Готторп-Романовых. Запросил образцы ДНК у живых потомков по мужской линии. Ответ пришел отрицательный. Ни у кого из них таких мутаций не нашли. Американский генетик Майкл Коубл сделал еще более тревожное открытие. При глубоком секвенировании он выявил в митохондриальной ДНК царя участок длиной в 217 пар оснований, который не соответствовал ни одной известной гаплогруппе. Такого просто не могло быть у европейца. Коубл проверил базы данных по всему миру. Ближайшее совпадение нашлось у народности эвенков из Восточной Сибири, но и там сходство составляло лишь 82%. Третьим был Павел Иванов из Российского центра судебно-медицинской экспертизы. Он заметил, что при анализе зубной эмали царя спектрометр показал аномально высокое содержание стронция-90. Этот радиоактивный изотоп накапливается в костях при длительном воздействии. Но в начале 20 века таких источников излучения просто не существовало. Более того, период полураспада стронция-90 – 29 лет. К моменту эксгумации его концентрация должна была снизиться в десятки раз, но она оставалась стабильной. Все 3 ученых, независимо друг от друга, пришли к одному выводу. Требуется повторная экспертиза с применением технологий нового поколения. В 2014-м они обратились в Следственный комитет России с официальным запросом. Председатель Александр Бастрыкин неожиданно поддержал инициативу. О гибели царской семьи возобновили.
Образцы костной ткани отправили в лабораторию криминалистики при Институте общей генетики. Там использовали метод полногеномного секвенирования, технологию, которая позволяет прочитать абсолютно весь генетический код человека, а не отдельные участки. Стоимость одного анализа превышала $200 000. Результаты получили через 8 месяцев работы. В геноме Николая II обнаружили вставку длиной в 4700 пар оснований. Она не совпадала ни с одной известной человеческой последовательностью. Более того, компьютерный анализ показал, что эта вставка имеет признаки искусственного происхождения, слишком правильная структура, необычные повторы. Такое в природе не встречается. Генетик Рогаев загрузил аномальную последовательность в международную базу данных GenBank. Система сравнила ее с 3 миллиардами известных геномов. Совпадений не нашлось. Тогда он запустил поиск по базе патентов. Через 40 минут компьютер выдал результат. Частичное совпадение с патентом, зарегистрированным в 1896 в Германии. Патент принадлежал фармацевтической компании Höchst, которая разрабатывала препараты для лечения гемофилии. Именно этой болезнью страдал царевич Алексей. Документы описывали экспериментальный метод генной терапии с использованием модифицированных бактериофагов. Технология считалась утраченной после Первой мировой войны. Рогаев поднял медицинские архивы императорской семьи из фондов Государственного архива. В дневнике придворного врача Евгения Боткина за октябрь 1916 нашлась запись о прибытии немецкого специалиста доктора Отто Вернера. Он привез экспериментальную сыворотку для царевича. Александра Федоровна, отчаявшаяся спасти сына, согласилась на процедуру. Вернер провел серию инъекций. Состояние Алексея временно улучшилось. Но следующая запись от ноября того же года описывала странные симптомы у самого императора. Николай жаловался на жар, боли в костях, изменение восприятия. Боткин предположил грипп. Симптомы прошли через неделю. Больше об этом эпизоде нигде не упоминалось. Связался с архивом компании Höchst, которая к тому времени вошла в концерн Aventis. Предоставили лабораторные журналы за 1892-1917 годы. В записях доктора Вернера от сентября 16 значилось: препарат содержал генетически модифицированный вирус, способный встраивать лечебные гены в клетки костного мозга. Но технология оказалась нестабильной. Вирус мутировал и начинал заражать окружающих через кровь и слюну. Внезапно все сложилось. Вернер лечил царевича. Вирус мутировал и передался Николаю, вероятно, через царапину или порез при объятиях с сыном. Чужеродная ДНК встроилась в геном императора и осталась там навсегда. Именно ее и обнаружили ученые спустя 100 лет, но это объясняло только происхождение вставки. Оставались другие аномалии, это необычные мутации в Y-хромосоме, сибирские маркеры в митохондриальной ДНК, радиоактивный стронций. Каев запросил повторный анализ костей великого князя Георгия. В этот раз применили масс-спектрометрию сверхвысокого разрешения. Результат превзошел все ожидания. В костной ткани Георгия обнаружили микрочастицы металла, сплав иридия и платины. Такой сплав использовался только в одном месте Российской империи – в лаборатории физика Петра Лебедева при Московском университете. Лебедев экспериментировал с радиоактивными элементами, полученными от Марии Кюри. Он изучал воздействие излучения на живые ткани. В архиве университета нашлись письма Лебедева к великому князю Константину Константиновичу. Физик просил разрешения на медицинские эксперименты с использованием радия. Константин был президентом Академии наук и курировал научные исследования. Он дал согласие при условии полной секретности. Дальнейшие поиски привели к шокирующему открытию. В 1904-м Лебедев проводил опыты по облучению образцов крови членов императорской фамилии. Изучить влияние радиации на наследственные заболевания, включая гемофилию. Американский историк Хелен Рапопорт в 2016-м опубликовала сенсационную находку из британских архивов. Письмо королевы Виктории к своей внучке Александре Федоровне от марта 1904-го содержало странную фразу: «Надеюсь, ваш новый мальчик будет здоров, в отличие от предыдущего». Официально царевич Алексей родился только в августе того же года. О каком мальчике писала королева? Эв запросил метрические записи из Государственного архива. Обнаружилась нестыковка. В личном дневнике Николая за январь 904-го есть запись: «Алекс родила сына ночью». Следующая запись через 3 дня. Господь забрал младенца. Официальных документов об этих родах не существует. Ребенка похоронили тайно в Петергофе. Могилу так и не нашли. Через 7 месяцев Александра объявила о новой беременности. В августе родился царевич Алексей. Но несколько придворных в мемуарах упоминали странность, что императрица не показывала живот даже на поздних сроках. Фрейлина Софья Тютчева писала, что Александра отказывалась от медицинских осмотров и не позволяла никому присутствовать при родах, кроме Боткина и акушерки.
Тех Павел Иванов сравнил ДНК царевича Алексея, останки которого нашли только в 2007 в другой могиле недалеко от основного захоронения, с ДНК его сестер. Митохондриальная ДНК совпадала полностью, значит, мать одна. Но анализ Y-хромосомы показал несовпадение с Николаем по 4 ключевым маркерам. Статистически это означало, что Алексей не был биологическим сыном императора. Иванов проверил ДНК Алексея с образцами всех известных родственников Романовых по мужской линии. Совпадений не нашлось. Тогда он расширил поиск на дальних родственников Александры Федоровны. Результат ошеломил. Частичное совпадение с потомками принца Луи Баттенберга, брата отца императрицы. Луи посещал Россию дважды, в декабре 903 и в июле 904. Обе даты совпадали с возможными периодами зачатия. В британском королевском архиве хранится письмо Луи к жене от января 904. Алекс в отчаянии. Сделал все, что мог. До сих пор историки считали, что речь шла об эмоциональной поддержке после рождения 4 дочерей подряд. Версия выглядела невероятной, но объясняла многое. Первый сын Александры умер. Она понимала, без наследника династия обречена. Николай мог лишиться престола. Луи Баттенберг предложил решение. Он был носителем гена гемофилии, как и Александра, но сам не болел. Шансы родить здорового мальчика составляли 50%. Однако Алексей родился с гемофилией. Трагическая ирония судьбы. Александра винила себя и искала любые способы спасти сына. Отсюда слепая вера в Распутина, который действительно умел останавливать кровотечение гипнозом. Отсюда согласие на эксперименты немецких врачей. Архивы охранного отделения содержали еще одну зацепку. Агент под псевдонимом Ермолов докладывал в октябре 16-го о визите немецкого доктора в Александровский дворец. В отчете значилось: Вернер привез не только лекарства для царевича, но и запечатанный пакет для государыни. После встречи с ним императрица плакала 3 часа. Содержимое пакета осталось неизвестным. Рогаев выдвинул гипотезу. Вернер сообщил Александре правду о препарате. Китная терапия работала только на кровных родственниках. С Алексей не сын Николая, лечение было бесполезным. Более того, модифицированный вирус мог убить мальчика. Александра оказалась перед выбором: признаться мужу в измене или смотреть, как умирает сын. Публикация результатов исследования Рогаева в журнале Nature Genetics в марте 2017 вызвала панику в европейских королевских домах. Если царевич Алексей не был сыном Николая, под сомнение ставилась легитимность всей линии престолонаследия. Но главная проблема крылась глубже. Практически все монархи Европы состояли в родстве с Романовыми. Букингемский дворец немедленно отозвал разрешение на использование образца ДНК принца Филиппа для дальнейших исследований. Официальная причина – защита частной жизни. Реальная – страх перед тем, что обнаружат ученые. Королева Елизавета II приходилась праправнучкой королеве Виктории, как и Александра Федоровна. Если в роду Виктории практиковались подобные подмены, под угрозой оказывалась вся британская монархия. Шведский король Карл XVI Густав распорядился закрыть доступ к королевским архивам. Его прабабка Виктория Баденская была двоюродной сестрой Александры Федоровны. В семейных письмах Виктории Баденской, хранящихся в замке Дротнингхольм, историки находили странные упоминания о семейной традиции решать проблемы наследования нестандартными методами. Испанский королевский дом столкнулся с еще более деликатной ситуацией. Король Альфонс XIII, правивший в начале 20 века, был женат на Виктории Евгении Баттенберг, племяннице того самого принца Луи. Их сын, инфант Альфонсо, страдал гемофилией и погиб в автокатастрофе при загадочных обстоятельствах в 1938. Испанские историки всегда считали это несчастным случаем. Теперь появились вопросы. Королевская семья заказала независимую экспертизу останков короля Кристиана IX, деда Николая II. Результаты засекретили, но источник в лаборатории сообщил журналистам: обнаружены те же аномалии в митохондриальной ДНК, что и у Романовых. Правительство Дании опровергло информацию, назвав ее фальсификацией. Норвежский историк Тур Бокстад получил доступ к медицинским картам короля Хокона VII, внука Кристиана IX. В документах 906 года значилось: король проходил лечение от бесплодия у немецкого врача. Имя врача – Отто Вернер, тот самый, который позже лечил царевича Алексея. Через год у Хакона родился наследник Олаф. Бельгийская королева Матильда лично обратилась в Ватикан с просьбой запретить генетические исследования останков монарших особ без согласия всех европейских королевских домов. Папа Франциск поддержал инициативу, назвав подобные исследования вторжением в божественный порядок наследования власти. Германия отреагировала наиболее жестко. Бундестаг принял закон, запрещающий публикацию результатов генетических экспертиз исторических личностей без разрешения специальной комиссии. Формально для защиты достоинства усопших. Фактически, чтобы предотвратить скандалы вокруг династии Гогенцоллернов. Архивы фармацевтического концерна, поглотившего компанию Хёгст, внезапно сгорели при пожаре в июне 2017-го.
Следствие установило поджог, но виновных не нашли. Все документы доктора Вернера уничтожены. Сохранились только копии, которые Рогаев успел сделать ранее. Французский генеалог Жан-Луи Бодуэн опубликовал исследование связи европейских монархов. Снялось. Из 29 ныне правящих королевских домов 23 ведут род от королевы Виктории. Если практика подмены наследников существовала в одной ветви, она могла быть распространена повсеместно. Под сомнение ставилась легитимность большинства европейских монархий. Рогаев получил 3 письма с угрозами. Его лаборатория в Массачусетсе подверглась проверке налоговой службы. Финансирование исследований заморозили. Коллеги начали открещиваться от совместных публикаций. Антрополог Сергей Никитин из Российской академии наук в 2018-м провел повторное измерение черепов, захороненных в Петропавловском соборе. Он использовал методику трехмерного сканирования с точностью до микрона. Результаты не совпали с прижизненными фотографиями царской семьи. Череп, приписываемый Николаю II, имел ширину скуловых дуг на 4 мм больше, чем показывали антропометрические измерения императора, проведенные военным врачом в 1894 при медицинском освидетельствовании перед коронацией. Надбровные дуги выступали сильнее. Угол нижней челюсти отличался на 7 градусов. Никитин наложил цифровую модель черепа на фотографии императора. Несовпадение составило 23% ключевых антропометрических точек. Для одного человека это невозможно. Либо череп принадлежит другому, либо прижизненные измерения фальсифицированы. Эксперт поднял документы военно-медицинской комиссии из архива Министерства обороны. Измерение Николая проводил полковник Александр Вильяминов, личный врач императорской семьи. Записи, сделанные его рукой, заверены печатью, фальсификация исключена. Значит, череп принадлежит не Николаю. Никитин проверил остальные черепа. Череп номер 4, который считали принадлежащим великой княжне Татьяне, показал возраст смерти 35-40 лет. Татьяне в момент расстрела было 21. Череп номер 7, приписываемый Анастасии, имел следы заживших переломов носа и глазницы. Никаких данных о подобных травмах у княжны в медицинских картах нет. Зубной врач Сергей Золотарев изучил челюсти всех останков. У Николая II были записи о лечении 3 кариозных полостей в 1913-м. Дантист Сергей Кострицкий описал точное расположение пломб. Верхний левый маляр, нижний правый премоляр, верхний правый клык. На черепе из Петропавловки пломбы стояли в других зубах. Более того, использовалась амальгама, сплав ртути и серебра. Кострицкий применял только золото, о чем есть записи в счетах императорского двора. Золотарев отправил запрос в Американскую ассоциацию судебных дантистов. Эксперты изучили рентгеновские снимки и дали заключение. Зубы принадлежат разным людям. Минимум 3 мужчинам и 5 женщинам. Но в могиле было 9 скелетов. 4 мужских, 5 женских. Математика не сходилась. Следователь Владимир Соловьев из Следственного комитета поднял дело об убийстве царской семьи. Он запросил эксгумацию всех Романовых, похороненных в Петропавловском соборе. Патриарх Кирилл дал согласие при условии, что вскрытие проведут при участии церковной комиссии. Первой вскрыли усыпальницу Александра III, отца Николая. ДНК показала, это действительно император. Затем вскрыли могилу его жены Марии Федоровны. Результат шокировал. Останки принадлежали женщине на 20 лет моложе. Мария умерла в 68 лет. Этой женщине было максимум 50. Соловьев проверил документы о захоронении Марии Федоровны. Она умерла в Дании в 1928 и была похоронена в Роскиле. В 2006 останки торжественно перевезли в Россию и захоронили рядом с мужем. Советские власти передали запечатанный гроб. Вскрытие для идентификации не проводилось. Русская сторона приняла гроб на веру. Следователь отправил запрос в Данию. Ему ответили: эксгумация в Роскиле невозможна без решения суда. Судебный процесс затянулся на 2 года. В итоге датский суд отказал, сославшись на то, что могила пуста, все останки уже в России. Тогда Соловьев нашел свидетеля, Бориса Соколова, который в 2006-м работал в комиссии по перезахоронению. Соколов рассказал: когда гроб привезли из Дании, его не вскрывали, но при переносе крышка треснула. Внутри было видно, скелет завернут в современную полиэтиленовую пленку. В 28-м такой пленки не существовало. Частный детектив Марина Молодцова из Екатеринбурга в 2019-м получила анонимное письмо. В конверте лежала фотография мальчика лет 10 и записка: «Ищите в Перми, Мотовилихинский район, старое кладбище». Почерк старческий, дрожащий. Обратного адреса нет. Молодцова нашла кладбище. Заросшее бурьяном. Могилы начала 20 века почти сравнялись с землей. Сторож Петр Ухов, которому было 86 лет, вспомнил. Его дед работал здесь могильщиком. Сказывал странную историю про августовскую ночь 18 года. Привезли закрытый гроб, велели закопать без отпевания, платили золотом.
Имени не назвали, только номер участка — 123. Молодцова подняла архивы кладбища в Пермском краеведческом музее. Участок 123 значился пустым, официально там никого не хоронили. В метрической книге Мотовелихинской церкви за август 18-го есть запись об отпущении грехов отроку Алексию 14 лет. Причина смерти не указана, место захоронения — прочерк. Следственный комитет организовал раскопки. На глубине 2 метров нашли истлевший деревянный гроб, внутри скелет подростка. Там лежал медальон с выгравированной буквой «А» и царской короной. Экспертиза показала: золото 909 пробы, работа придворного ювелира Карла Фаберже. ДНК скелета сравнили с образцами царской семьи. Митохондриальная ДНК совпала с Александрой Федоровной, или хромосома не совпала с Николаем, но показала родство с потомками принца Луи Баттенберга. Это был царевич Алексей, настоящий. Судмедэксперт Ольга Зайцева определила причину смерти — массивное внутреннее кровотечение. На ребрах видны следы гематом, классические признаки гемофилии. Смерть наступила за несколько дней до расстрела семьи в Екатеринбурге. Сова подняла воспоминания охранников, стороживших царскую семью в доме Ипатьева. Один из них, Анатолий Якимов, писал в показаниях 19 года. За 3 дня до расстрела царевич упал с лестницы. Его отнесли в комнату. Врача не вызывали. Больше мальчика никто не видел. Семья объясняла: Алексей болен, лежит в постели. Свидетель расстрела Яков Юровский в воспоминаниях упоминал: в подвал спустились 11 человек. Император, императрица, 4 дочери, царевич, доктор Боткин, повар Харитонов, лакей Труп и горничная Демидова. Всех расстреляли, тела вывезли и захоронили. Однако в могиле в урочище 4 брата нашли только 9 скелетов. Позже в отдельном захоронении обнаружили еще 2 — царевича и одной из дочерей. Итого 11. Математика сходилась. Если настоящий Алексей умер раньше и похоронен в Перми, кого расстреляли в подвале? Зайцева изучила скелет из 2-го захоронения, который считали царевичем. Возраст смерти — 13-14 лет, рост 152 сантиметра. Алексей в 14 был 148 из-за болезни. На костях нет следов гемофилии, характерных деформаций суставов от постоянных кровоизлияний. На черепе обнаружили следы трепанации, хирургической операции на мозге. В начале 20 века такие операции в России делали только в клинике профессора Бехтерева в Петербурге. Зайцева запросила архив клиники. Записи за 17 год сохранились частично. В июне 17-го оперировали мальчика 13 лет с опухолью мозга. Имя зашифровано как пациент Р. После операции выздоровел. Историк Павел Сапожников выдвинул версию: когда Алексей умер от падения, Александра не могла в это поверить. Приказала охранникам найти похожего мальчика. Нашли сына местного фабриканта, который лечился у Бехтерева и осиротел после революции. Мальчика выдали за царевича. Когда пришел приказ о расстреле, заменить его было уже поздно. Эта версия объясняла, почему Юровский в воспоминаниях писал: царевич вел себя странно, будто не понимал, что происходит. Почему Александра обнимала мальчика и плакала перед расстрелом? Она прощалась не с сыном, а с чужим ребенком, которого обрекла на смерть вместо него. Генетик Рогаев в июне 2020-го опубликовал финальный отчет, который перевернул все. Он провел полногеномное секвенирование всех Романовых, похороненных в Петропавловском соборе за последние 200 лет. Результат: династическая линия прерывалась трижды. Первый разрыв произошел при Павле I. Его Y-хромосома не совпадала с отцом Петром III. Зато показало полное совпадение с графом Сергеем Салтыковым, фаворитом Екатерины II. Это подтверждало слухи, которые ходили 250 лет. Павел был незаконно рожденным. Значит, все последующие Романовы не имели права на престол. Второй разрыв обнаружился у Александра II. Его ДНК не совпадала с официальным отцом Николаем I. Совпадение нашлось с потомками голландского принца Вильгельма Аранского, который гостил при русском дворе в 1817-м. Александра, императрица Александра Федоровна, прусская принцесса, была знакома с Вильгельмом с детства. Третий разрыв. Царевич Алексей, внебрачный сын принца Луи Баттенберга. Но Алексей умер бездетным. Династия на нем оборвалась. Рогаев пошел дальше. Он проверил всех ныне живущих претендентов на российский престол. Глава дома Романовых. Мария Владимировна, правнучка Александра II, по материнской линии восходит к великой княгине Владимире, урожденной принцессе Мекленбург-Шверинской. Показал. Ее предок, великий князь Кирилл Владимирович, не был сыном великого князя Владимира Александровича. Биологическим отцом Кирилла оказался шведский граф Эрик фон Розен, который служил при русском дворе и имел роман с великой княгиней Владимир. Это означало, Мария Владимировна не имеет генетического родства с Романовыми даже по искаженной линии. Другой претендент, князь Николай Романович Романов, праправнук Николая I по боковой ветви, также не прошел проверку. Его Y-хромосома показала ближневосточное происхождение, гаплогруппу G2, типичную для греков и армян.
След вел к греческим принцам, с которыми Романовы активно роднились в XIX веке. Самое шокирующее открытие касалось Николая II. Проанализировал его полный геном и обнаружил маркеры, характерные для народов Сибири. Доля этих маркеров составляла 18%, слишком много для случайной примеси. Это означало, что в роду императора были прямые предки из коренных народов. Поиск привел к бабушке Николая, Марии Александровне, урожденной принцессе Гессен-Дармштадтской. В архивах Дармштадта нашлись медицинские записи. Мария страдала бесплодием. Лечилась у доктора Эдуарда Мартина, который практиковал нетрадиционные методы, в том числе искусственное оплодотворение. Мартин проводил эксперименты с семенной жидкостью разных доноров. Записи показывали, для лечения Марии он использовал биоматериал от пациента из восточных провинций. Больше деталей нет. Но через год у Марии родился сын Александр, будущий император Александр III, отец Николая II. Запросил образцы ДНК у народов Сибири. Наиболее близкое совпадение нашлось у бурят из Иркутской губернии. В 1854, когда Мария проходила лечение, в Дармштадте находилась делегация бурятских купцов. Один из них, 28-летний Дамба Дугаров, умер там от тифа. Его тело отправили на медицинские исследования в клинику Мартина. Версия выглядела чудовищной, но объясняла монгольские черты лица Александра III, которые отмечали современники. Его называли «мужик на троне» не только за простоту, но и за внешность. Широкое лицо, раскосые глаза, приплюснутый нос. У Николая II эти черты были выражены слабее, но присутствовали. Если это правда, то династия Романовых прервалась еще в XVIII веке при Екатерине II. Все последующие императоры были самозванцами по крови, хотя и законными по праву наследования. 300-летняя история династии оказалась историей подмен, измен и генетических экспериментов. Агаев отправил статью в Science. Редакция отказала в публикации, сославшись на политическую чувствительность темы. Тогда он выложил данные в открытый доступ. Через 2 дня сайт взломали, файлы удалили. Верные копии исчезли с облачных серверов. Кто-то очень не хотел, чтобы мир узнал правду. Следственный комитет России в январе 2021 закрыл дело о гибели царской семьи. Официальная формулировка. Личности погибших установлены, обстоятельства смерти выяснены. Все материалы генетических экспертиз засекретили на 75 лет. Рогаеву запретили въезд в Россию. Формальная причина – нарушение визового режима. Русская православная церковь канонизировала Николая II и его семью как страстотерпцев еще в 2000. После публикации результатов ДНК-анализа Священный Синод собрался на экстренное заседание. 3 дня обсуждали, можно ли считать святыми людей, чья генетическая линия под вопросом. Решение – канонизация остается в силе. Святость определяется не кровью, а подвигом веры. Тахисты раскололись. Одни продолжали считать Романовых законными правителями, ссылаясь на юридическое право наследования. Другие объявили династию самозванцами и начали искать настоящих потомков Рюриковичей. Третьи заявили, что вопрос крови не важен. Важна историческая преемственность власти. Историк Евгений Пчелов из Российского государственного гуманитарного университета провел расследование. Он поднял все метрические книги, медицинские карты, дневники и письма Романовых за 200 лет. Практика использования суррогатных отцов при бесплодии императоров существовала и была негласной традицией. Династия сохраняла власть любой ценой. Пчелов нашел документ в архиве Синода. Секретное постановление от 1764 года. Разрешало в случае неспособности государя к продолжению рода привлекать для зачатия наследника благородных мужей из числа родственников с сохранением тайны под страхом смерти. Постановление подписал митрополит Дмитрий Сеченов. Это была официальная санкция церкви на подмену. Генетик Павел Иванов обработал все данные и составил настоящее генеалогическое древо Романовых. Оказалось, из 13 императоров только 5 были биологическими детьми своих официальных отцов. Остальные 8 – результат внебрачных связей или медицинских манипуляций. Династия Романовых генетически была конгломератом европейских, греческих, шведских, голландских и даже азиатских родов. Самое странное открытие ждало впереди. Иванов сравнил ДНК Романовых с образцами древних захоронений Рюриковичей, первой русской династии, правившей до Романовых. Неожиданно обнаружилось совпадение. Николай II по материнской линии через датских королей восходил к Владимиру Мономаху. Формально он имел больше прав на престол как Рюрикович, чем как Романов. Ирония истории. Династия, узурпировавшая власть в 17 веке, через подмены и случайности вернула себе законное право на трон через 300 лет. Николай правил Россией по праву крови, сам того не зная. Но не романовской крови, а рюриковской. Что же показал повторный анализ ДНК Романовых? Он показал, что история российской монархии – это история выживания династии любой ценой. Женщин, готовых на измену ради рождения наследника. История врачей, проводивших запрещенные эксперименты. История церкви, закрывавшей глаза на подмены.
История целого народа, веками поклонявшегося государям, чья кровь была не той, что все думали. Если вам стало интересно, как далеко может завести нас история и DNA-анализа, загляните на наш сайт whiteori.com, где мы собрали еще больше захватывающих историй. А вдруг там есть что-то, что заставит вас почувствовать себя настоящим исследователем? Ссылка в описании. Последний российский император Николай II оказался одновременно самозванцем по отцовской линии и законным наследником по материнской. Его сын Алексей не был его сыном. Его бабушка родила от бурятского купца. Его жена спасала трон изменой. А сам он до конца верил, что правит по Божьей воле. Генетика разрушила миф о царской крови, но создала новый вопрос. Имеет ли значение биологическое происхождение правителя, если народ признает его власть? Романовы правили Россией 300 лет. Их кровь текла в жилах миллионов подданных. Их решения меняли ход истории. Разве это не делает их настоящими царями, независимо от того, что показывает ДНК-тест? Мир пришел в шок не от того, что Романовы оказались не Романовыми, а от понимания: любая власть, любая династия, любая историческая правда может рассыпаться от одного анализа крови.